Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала Блеск. Сегодня будем шить чехол для стула. Недавно я поменяла обивку на стульях с высокой спинкой. Если интересно, как я это делала, можете посмотреть в предыдущем видео. Эти стульчики в перетяжке обивки пока еще не нуждаются, но подогнать под общую стилистику и цветовую гамму их все же надо. Чехол у меня будет состоять из двух деталей – сиденья и спинки. Начнем со спинки. Ткань для чехла лучше выбрать плотную, обивочную, тогда он прослужит дольше. Сначала делаем замеры. Ширина мягкой части спинки 40 см, обхват по высоте в самой широкой центральной части 43 см, а с краю, где поуже, 40 см. По ширине с обеих сторон добавляем по 2 см на припуске для швов, получается 44 см. К обхвату по высоте спинки добавляем 2 см на застежку-липучку и по 1 см для припусков на швы. 43 плюс 2 и еще плюс 2 будет 47 см. Учитывая, что в моем стуле спинка по бокам уже на 3 см, на всех 4 углах высоту я уменьшу на 1,5 см, а высоту по центру оставлю без изменений. Верхний и нижний срез деталей будут округлыми. По высоте делаем двойной загиб на изнаночную сторону шириной 1 см и прострачиваем по краю первого загиба. Начинаем и заканчиваем шов закрепками. Также обрабатываем и противоположный край. Теперь вставляем в полученные кулиски резинки. Они должны быть немного короче детали, чтобы стянуть край и обеспечить облегание спинки стула. Я протягиваю их с помощью булавки. Края резинок закрепляем, чтобы не убежали в середину. Вот что получилось на этом этапе. Нижний срез ткани загибаем на лицевую сторону на 1 см, прикладываем сверху твердую часть липкой ленты и даем шов по краю. Верхняя нить должна быть под цвет липучки. Дострочив до конца, поворачиваем материал и обшиваем край застежки по периметру. Противоположный край заворачиваем на изнанку шириной 1 см и накладываем мягкую часть липкой ленты. И пришиваем ее со всех 4 сторон. Тут важно, чтобы нижняя нить была под цвет ткани и липкая лента не выступала за край. Даже лучше, если она около миллиметра не достанет до края детали. Со спинкой мы закончили. Одеваем ее на мебель так, чтобы твердая часть липучки была на обратной стороне снизу. Запахиваем и пристегиваем на липкую ленту. Переходим к сиденью. Измеряем глубину сиденья вместе с его высотой спереди и сзади. Определяем ширину. К ширине прибавляем с обеих сторон высоту сиденья. Поскольку передняя часть в моем стуле закруглена, а боковые стороны частично спрятаны в деревянной раме, величину высоты я определяю на задней части сиденья. Ну и со всех сторон можно добавить лишний сантиметр для припусков на швы. Край ткани желательно обметать или оверложить. В задней части сиденья нужно вырезать 2 прямых угла для ножек. Длина сторон угла равняется высоте сиденья вместе с припусками на швы. Обрезаем ткань на расстоянии 1,5 см от линии загиба. Для припуска у меня намечено 1 см, но мне этого показалось недостаточно, и я перенесла линию среза на 5 мм дальше. К вершине угла делаем диагональный надрез. Загибаем припуски на изнаночную сторону и прошиваем сначала по краю ткани. Потом поворачиваем ткань и проходим через центр. Снова поворачиваем и строчим по краю. Нить фиксируем закрепкой. Чтобы придать детали форму сиденья, а она в этом стуле спереди закруглена,
Помещаем ткань на ее будущее место проживания. Изнаночная сторона должна быть сверху. На углах лишнюю ткань закладываем в складку по форме сидения и скалываем булавками линию сгиба. Дальше прошиваем по линии, которую образовали булавки. Теперь можно было бы подогнуть край детали, вставить резинку или шнурки для фиксации на стуле и на этом остановиться. Но мне хотелось бы немного украсить чехол оборками или рюшами. Для этого я нарезала на полоски кусок шторной ткани. По цвету и плотности материал мне очень даже подходит, но его количество, к сожалению, ограничено, поэтому складочки я сделаю весьма неглубокими. Как я рассчитала количество складок, их ширину и глубину показано в другом видео. Ссылка будет в описании под видео. Небольшой отрезок пойдет на заднюю часть сидения между ножками стула. Кусок побольше я использую для боковых и передней стороны. Боковые и нижние срезы ткани прячем в двойной загиб и даем строчку. Верхний край нужно обметать или оверложить. Складки закладывать можно разными способами. Один из них я покажу на примере оборки для задней части сидения. Сначала нужно взять полоску бумаги такой же длины, что и ткань, и сделать складки нужной ширины и глубины на ней. Сверху наложить ткань и, придерживая край, загнать материал в бумажную складку линейкой. Зафиксировать результат утюгом и сформировать следующую складочку, прогладить ее и так до конца. Оборка готова. Чехол на сиденье располагаем лицевой стороной вверх. К заднему краю прикладываем волан лицевой стороной вниз и сшиваем детали на расстоянии 1 см от края. По ходу дела формируем складки по уже готовым линиям сгиба. Складки тут я сделала направленными к середине, а в центре получилась встречная складка. Хотя наоборот, тоже смотрелось бы неплохо. Для передней части чехла я сформирую складки по-другому. У меня есть готовый образец оборки из бумаги. Прикладываю его к изнаночной стороне материала и сверху намечаю все ключевые точки для будущих складок. На чехле находим центральную точку переда. Также и на оборке. Совмещаем обе детали лицевыми сторонами внутрь, фиксируем середину и закладываем центральную встречную складку по намеченным точкам. Закрепляем булавками. Продолжаем складывать оборку по точкам, начиная от центра переда аж до бокового края у задних ножек. Так мы будем уверены, что длины оборки хватит, и если что, отрегулируем ширину складок. Каждую из них фиксируем на чехле шпилькой. Я хочу, чтобы складки в готовом варианте были направлены с боков к центру. На изнанке они выглядят как бы в зеркальном отражении, поэтому при формировании я направляю их от центра к бокам. Можно было бы вообще с этим не заморачиваться и направить все складки в одну сторону. Или использовать только бантовые складки или встречные. Но мне нравится такой, более симметричный вариант. Более пышные складки смотрелись бы красивее, но для них потребовалась бы ткань длиной в 2 или в 3 раза больше, чем размер готовой оборки. В моем распоряжении оказалось немного меньше ткани, поэтому на глубине складок я сэкономила. Приколов детали по всей длине, пристрачиваем их друг к другу. Вытягиваем булавки и смотрим, что получилось. Осталось пришить по 2 тесемки на 2 задних угла сиденья, чтобы закрепить чехол на стуле. Я сшила их из той же ткани, что и складки, но можно использовать и декоративные ленты. Готово. Натягиваем изделие на сиденье и привязываем к задней стороне за деревянную раму.
Сначала я хотела сделать оборки подлиннее, но, учитывая маленькую спинку, нижняя часть стула получилась слишком массивной и утяжеленной. Тогда я выбрала более короткую и легкомысленную юбочку. Теперь результат мне нравится больше. На этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь на канал. Будем творить вместе. Удачи вам и до встреч в следующих видео.